Привет! Тема «Философия права или правовая философия». Философия права или правовая философия – это раздел философии и юриспруденции, который занимается исследованием смысла права, его сущности и понятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в жизни человека, общества и государства, судьбах народов и человечества. Философия права затрагивает такие вопросы, как что такое право, каковы критерии юридической действительности и юридической силы, какова связь между правом и моралью, также справедливость и право, есть ли между этими понятиями связь, как возникают правовые нормы, правосознание и право, есть ли между этими понятиями связь. Философия права и юриспруденция часто используются взаимозаменяемо. Юриспруденция иногда охватывает формы рассуждений, которые вписываются в экономику или социологию. Философию права можно подразделить на аналитическую юриспруденцию и нормативную юриспруденцию. Аналитическая юриспруденция направлена на определение того, что такое право путем выявления существенных особенностей права. Нормативная юриспруденция исследует как неправовые нормы, которые формируют право, так и правовые нормы, которые порождаются законом, направляют действия человека. Центральными темами философии права являются понятие права, значение права для общества, содержательная критика права, нахождение справедливого правильного права. Данной проблемой занимался Рудольф Штамблер, он был немецким философом права. Применение права и обязательный или необязательный характер правовых норм, каковы последствия. Аналитическая юриспруденция стремится дать общее представление о природе права с помощью инструментов концептуального анализа. Отчет является общим в том смысле, что он ориентирован на универсальные особенности права, которые действуют во все времена и в любом месте. В то время как юристов интересует, каково право по конкретному вопросу в конкретной юрисдикции, философы права заинтересованы в выявлении особенностей права общих для разных культур, времен и мест. Взятые вместе эти основополагающие черты права предлагают то универсальное определение, которое ищут философы. Общий подход позволяет философам задавать вопросы, например, о том, что отделяет право от морали, политики или практического разума. Часто ученые в этой области предполагают, что право обладает уникальным набором особенностей, которые отделяют его от других явлений. Хотя не все разделяют эту презумпцию, в то время как эта область традиционно фокусировалась на описании природы права, некоторые ученые начали изучать природу различных областей права. Например, деликтное право, договорное право или уголовное право. Эти ученые сосредоточены на том, что отличает определенные области права и чем одна область отличается от другой. Особенно плодотворной областью исследований было различие между деликтным правом и уголовным правом, которое в более общем плане связано с различием между гражданским и уголовным правом. Теория естественного права, она признает наличие у человека ряда неотъемлемых прав, которые принадлежат ему, исходя из самого факта его принадлежности к человеческому роду. Согласно ей, у каждого индивида есть некоторые высшие, постоянно действующие права, олицетворяющие разум, справедливость, объективный порядок ценностей или даже мудрость самого Бога. Все они не зависят от норм и принципов, установленных государством, и действуют напрямую. Для законодателя естественное право должно быть ориентиром, к которому необходимо стремиться. Отсюда же выводится право народа на восстание в случае, если естественные права в данном государстве попираются. Концепция естественного права зародилась еще в античности, с тех пор претерпела весьма значительную эволюцию. С ней связаны такие имена, как Платон, Аристотель, Гуго Гроций, Бенедикт Спиноза, Джон Лок, Шарль де Монтескьё, Жан-Жак Руссо и ряд других авторов. Про Гроция, Спинозу, Лока, Монтескьё, Руссо есть видео на канале, я оставлю ссылки. В конце 20 века Джон Митчелл Финнис, австралийский ученый-правовед и философ, специализирующийся на философии, возродил интерес к этой теории и представил ее современную переработку. Правовой позитивизм заключается в том, что право зависит в первую очередь от социальных фактов. Исторический правовой позитивизм находится в серьезном противоречии с теорией естественного права. Правовой позитивизм разработан в основном философами XVIII и XIX веков, такими как Джереми Бентам и Джон
Остин. Про Бентама есть видео на канале, я оставлю ссылку. Например, Джон Остин считал, что закон – это приказ правителя, подкрепленный угрозой наказания. Современный правовой позитивизм давно отказался от этой точки зрения. В 20 веке два позитивиста оказали глубокое влияние на правовой позитивизм – Ганс Кельзен и Герберт Харт. Кельзен наиболее влиятелен благодаря своему понятию «высшая основная базовая норма». Что касаемо Герберт Харт утверждал, что закон основан на правилах. Согласно Харту, закон – это система первичных правил, которые направляют поведение субъектов права, и вторичных правил, которые регулируют, как первичные правила могут быть изменены, идентифицированы и так далее. Теория Харта, хотя и вызвала всеобщее восхищение, вызвала бурные дебаты среди философов права конца 20 века, включая Джона Роуза. Про Роуза есть видео на канале, я оставлю ссылку, Джона Финниса и других. Правовой реализм. Согласно правовому реализму, право не является рациональной системой правил и норм. Правовой реализм критически относится к идее о том, что право имеет природу, которую можно анализировать. Вместо этого правовые реалисты выступают за эмпирический подход к юриспруденции, основанный на социальных науках и реальной юридической практике в мире. Правовой интерпретивизм считает, что право обязательно зависит от человеческой интерпретации, и данная интерпретация исходит из моральных норм сообществ. Учитывая, что судьи имеют право по своему усмотрению рассматривать дела более чем одним способом, правовой интерпретивизм утверждает, что судьи обычно выносят решения таким образом, чтобы наилучшим образом сохранить моральные нормы, институциональные факты и социальную практику сообществ, частью которых они являются. В последние годы споры о природе права становятся все более детальными. Утилитаризм – это точка зрения, согласно которой законы должны разрабатываться таким образом, чтобы приводить к наилучшим последствиям. Исторический утилитаризм связан с философом Джереми Бентамом. В современной теории права подход, связанный с утилитаризмом, часто отстаивается учеными, работающими в области права и экономики. Деонтология – это точка зрения, согласно которой законы должны отражать наши обязательства сохранять автономию и права других. Исторически деонтологическая мысль о праве связана с Иммануилом Кантом. Устаревшие моральные теории, такие как аритология, раздел этики нравственного богословия, изучающий добродетель. В общем, добродетельная юриспруденция придерживается мнения, что законы должны способствовать развитию добродетельных качеств граждан. Исторически этот подход связан с Аристотелем. Можете обратить внимание на видео на канале про аристотелевскую этику, я оставлю ссылку. Существует множество других подходов к философии права, включая критические юридические исследования и либертарианские теории права.